является следствием кармического нахождения человека здесь на Земле не одно воплощение. Это многие прошлые воплощения, это его параллельные эманации, это его текущее воплощение. И человек разодран, разобран, разбросан по временам, мирам, реальности, измерениям, слоям, пространствам, по вертикали, по горизонтали, плотных и тонких структур. Везде он оставляет части себя. Сознание человека кластерно разбивается на определенные участки в зависимости от тела, и это оседает в деволюционной форме, в деградировавшей форме, в виде того или иного существа, которое будет отвечать за часть сознания. Давай с тобой немножко поговорим о работе в медитации. Дело в том, что очень много есть таких аспектов, которые люди абсолютно не понимают, с чем они сталкиваются. Очень часто практикующий видит приходящих животных, птиц, грызунов, каких-то мифических существ. Поясни, пожалуйста, что они означают. Это очень глубокая тема, судя по тем или иным каналам сети интернет, различные пропагандисты, говорящие о том, как работать с сознанием, изучив некоторых из них, я пришел к абсолютному пониманию, что у людей абсолютно отсутствует какое-либо видение, понимание того, что происходит, что они видят в тонком плане, в работе со своим сознанием, со своей внутренней вселенной, в своих медитациях. Нигде, ничего, четко, членораздельно об этом не пишется. Все разбросано. В комментариях к роликам, к статьям, посвященным теме, о которой ты спросила, люди подтверждают, что да, они видят тех или иных животных, которые к ним приходят, с которыми они общаются, кто-то пишет, что обнимаются, говорят по-дружески и расходятся. Все, на этом все заканчивается. И никто не имеет ни малейшего понимания, что же это такое. Дело все в том, что сознание человека кластерно разбивается на определенные участки в зависимости от тела, и это оседает в деволюционной форме, в деградировавшей форме, в виде того или иного существа, которое будет отвечать за часть сознания. И обусловлено это теми или иными кармическими сценариями в системе сансары, в матрице. Повторю еще раз. Вот то, что ты спросила, является следствием кармического нахождения человека здесь на Земле не одно воплощение. Это многие прошлые воплощения, это его параллельные эманации, это его текущее воплощение. И человек разодран, разобран, разбросан по временам, мирам, реальностям, измерениям, слоям, пространствам, по вертикали, по горизонтали, в плотных и тонких структурах. Везде он оставляет части себя. Вот только что я проговорил, в каком виде, как, где человек разобран, растаскан, и в итоге не знает, что он такой, а кто он такой. Конечно же, он не будет знать, кто он такой, что он такое, что такое сознание. Он тотально разобран. И это касается подавляющего большинства, под 99%. Не существует никакой другой цифры. Почему я говорю 99%? Я четко осознаю жесткость и бескомпромиссность работы системы матрицы. Все работает в автоматическом режиме. Признаками и критериями того, что я говорю, является то, как создаются кармические браки, как встречаются кармические партнеры, как у них дети рождаются, как воспитываются дети, куда их отдают в систему обучаться, ясли, детсад, школа, университет. Все одно и то же, все поставлено на поток, везде так. Это системный порядок матрицы колеса сансары. Это кармически замкнутый круговорот Урабороса. Замкнутый. Я повторяю, это система. Теперь, в результате тех или иных омрачений, куда входят те или иные
социальный сценарий, в который человек попадает по кармической нагрузке своих прошлых воплощений, слитой на него кармы его родственников, своей личной кармы, наработанной в этом воплощении. Он подпадает под те или иные сделки с самим собой. Это касается нарушения обещаний, клятва преступничества, предательства, блуд, всякие матричные ускорители, подавление воли, потеря силы слова, чтобы получить взамен те или иные плюшки матрицы, сделки с сердцем, на работе, в семье, с друзьями, где угодно. Так людей научили подчиняться. И вот когда человек погружается в эти матричные кровавые аттракционы, скажем так, его сознание дробится. Он получает травмы. Он в детстве получал травмы психологические, он в юношестве их получает. Он и при жизни, делая те или иные поступки, обусловленные системой, возникнет вопрос, а как по-другому? А никак, либо ты делаешь, либо нет. Либо ты идешь к себе, обнуляешься, либо вот, пожалуйста, тебя будут разбирать в динамике времени. Каждый раз, за каждый твой шаг, за каждое твое слово, за каждую твою мысль. Вот так здесь устроено. Мысли тоже важны. И вот когда человек совершает те или иные омрачения, часть его сознания дробится и приобретает форму как индикатор, как один из индикаторов этого осколка сознания в виде крысы, в виде того или иного животного, который есть тут на планете Земля. Те, которые присутствуют сейчас. Но есть и те, которых уже давно нет. Мифические животные. А что же это такое? А это животные высшего порядка. Есть те животные, которые ползают по суше, плавают по воде. Это определенный спектр энергетических центров до солнечного сплетения, снизу вверх. А если мы пойдем от солнечного сплетения к голове, там уже существа, которые обитают в стихии воздуха. Там уже существа, которые обитают и в стихии воздуха, и в стихии воды, и в стихии земли, и в стихии огня, объединяющие в себе все стихии. Это мифические существа. И это присутствует в человеке. Это его архитектура. Так он создан. Ведь в сказках все разбросано. Ты посмотри. Наша эмблема, которую мы выставили. Что это, просто так? Это что же пасхалка? Кто-нибудь что-нибудь понял? Хоть кто-нибудь написал в комментариях? Обратили на это просто как на какой-то мем. Как простая картинка. Ну раз вам не интересно, наверное, об этом не надо говорить. А я скажу, что не надо говорить. И скажу почему. Значит, не готовы. Зачем вам это знать, если вы даже с земными, которые ползают по земле, не можете разобраться? Куда вам туда наверх смотреть? Вы же даже не поймете, что это такое. Так вот, собирая себя, человек столкнется с тем, что к нему в тонком плане будут приходить его существа. Именно существа. Это его осколки сознания. Так единое целое сознание дробится, начиная с его рождения. Начиная с первого воздуха. Начиная с его утроба. Там уже мать через свой корневой центр сбрасывает на ребенка, пока он в утробе, свою карму в виде своих половых партнеров, неудач, депрессий, эмоциональных нагрузок, своей кармы скидывает в утробе на ребенка. Вот когда и где уже начинается работа с человеком. Уже в утробе. Не тогда, когда он вышел из матери. Нет, в утробе. И вот вылазит человек. Думает, вот любящие родители. Кто-то слезу пустит. Отец с шариками придет в роддом. И начинают заливать в него, в ребенка, в динамике времени, с течением времени, все свои нечистоты. Итог мы видим. Достаточно посмотреть в окружающее пространство. У всех принцип один и тот же. Все одно и то же. Одни и те же болезни. В одном и том же возрасте практически. С небольшой погрешностью. У всех одно и то же. Это системный порядок, системный подход. Сами эти существа,
к человеку не придут. Они ждут, пока человек придет за ним. А чтобы за ними прийти, он в физике должен будет создать условия. Создать резонансные условия, создать вакуум, чтобы притянуть в тонком плане то, что принадлежит ему. То, что в физике нужно отсечь, он должен отсечь, и тогда в тонком плане пойти и забрать свое. И только при таком подходе, при таком протоколе человек может собирать себя. Вот сейчас мы записываем эту запись. Ты представляешь? Вот эта запись, это унция практики. В весоме миллиардов тонн теорий всех этих йогов, которые преподают. Кундалини йога и так далее. Они же не знают, что они видят. Они не понимают. Им никто ничего не объясняет. Те, кто их обучают, сами не знают. И сейчас мы с тобой проговорили сейчас небольшую унцию того, как все устроено. Я нигде такого не слышал, кстати. Вот сколько бы я не шерстил YouTube, никто ничего об этом не говорит. Никто ничего не знает. Абсолютно не знает. Абсолютно тотально не понимает, что это такое. Хорошо, но бывает так, что существа приходят даже не у практиков, во сне. Бывает так, что во сне человек видит какое-то мифическое животное. Бывает так, что и у начинающих практиков, которые не обеспечили вакуум, также приходят существа. Я понимаю, что вопрос нужно задать аккуратно, потому что человек должен сам дойти до определенного вывода. Но хоть немножко направь, что дальше делать с этими существами. И почему к обычным практикующим иногда все-таки существа являются. То, что являются существа практикующим, это может быть еще не его существа. Если приходят к нему его существа, то человеку необходимо предпринять те или иные шаги. В физике откуда-то и из-под чего-то вылезти, допустим, те или иные религиозные эгрегоры и так далее. Поднять свою волю, повысить свою силу слова, свою силу сознания. И когда он это сделает, теми способами, которые мы описывали в роликах, я неоднократно повторял, что повышение силы сознания сопряжено работой с физикой, с физическим телом. И вот когда человек начнет это делать, каждый день он такой вопрос не будет задавать. Он просто не задаст этот вопрос, он будет четко понимать, что делать. То, что мы сказали, что это такое, это уже достаточно. Механизмы, как ему работать, конечно же, мы с тобой не будем раскрывать. Это очень дорогая информация, бесценная, я бы сказал. Бесценная, ей цены нет. Отдаленно, в виде пасхалки, я сказал, что человеку надо работать над собой. И он естественным образом поймет, как ему поступить, как просканировать, как идентифицировать, его это или не его. Ведь не все просто так. Пусть люди не думают, что вот мы сказали, и достаточно теперь найти и взять, а там может быть обманка. Помнишь, я неоднократно говорил, что вы думаете, что те парни, которые устроили эту систему, дурачки какие-то? Будут проверки. Могут прийти, подсунуть, скажем так, кота в мешке. И человек схавает это, впустит в свою энергоструктуру что-то очень нехорошее, загрязнив себя, следуя тому, что мы сказали. И очень хорошо, что я об этом проговорил сейчас. Не все то, что приходит, принадлежит человеку. Не все. Могут быть проверки. Достоин ли? А как отличить фальшивку от твоего? Очень просто. Работать над собой. Над своим физическим телом. Над своей психикой. Отсечением всех токсичных связей. Гармонизировать свою физическую жизнь. Свой внутренний мир. Закалка низкими температурами. И человек, вооруженный в тонком плане, встретит то или иное существо, то, что к нему пришло, и сможет идентифицировать, его это или не его, и будет знать, что с этим делать, как ему поступить. Вот так будет правильно.
Да, я знаю по своему опыту, что в процессе работы приходило много чего под видом милого и пушистого, скажем так. Но на поверку оказывалось очередным астральным вирусом, который система пыталась засунуть в энергоструктуру. И к этому нужно очень аккуратно относиться, с огромнейшей ответственностью, чтобы ничего не впустить лишнего, деструктивного в свою архитектуру. Эта запись очень важная. Я бы сказал, самое ценное из того, что мы говорили ранее. Потому что сейчас мы приоткрываем небольшую завесу с тобой, и эксклюзивность этой записи заключается в том, что такого в интернет-пространстве, во всем интернет-пространстве нигде нет. Никто об этом не говорит. Никто этого не знает. Почему не знают? Потому что топчатся на одном месте. Все занимаются ритуалами, кундалини-йогой и так далее. Но ни у кого нет никакого понимания, что из себя представляет архитектура человека и сознание человека. И мы опять возвращаемся к той самой унции практики, которая гораздо весомее тонн теории. И вот ты правильно сказала. А я повторюсь, протокол безопасности должен быть соблюден. Человек, если приступит к такой серьезной работе по сборке самого себя, должен будет подготовить свое физическое тело несколько лет, до 3 лет, каждый день. Это необходимо. Без этого лучше туда не лезть. Если вы не готовы брать на себя ответственность, не открывайте эту дверь. Ни в коем случае, иначе вам это станет очень дорого. Когда я говорю дорого, вы не сможете остановить то, что вы впустите. У вас не будет силы сознания. Вот в чем опасность. Человек может гореть изнутри, и остановить это ничем невозможно. Эту энергию невозможно ничем остановить. И если в человеке будет много омрачений, все омрачения будут подпитываться этой энергией. Его будет разрывать изнутри. Его психика не выдержит. Он может сойти с ума. Вот чем чреваты необдуманность, беспечность в подходах по сборке самого себя. В том числе и тех, кто преподает кундалини-йогу. Ты представляешь, какой опасности они подвергают людей? Какую медвежью услугу они оказывают? Они нарушают протокол, вдавливают лжеучение. Вскрыть то, что нельзя вскрывать, оно не должно быть вскрыто. Я сейчас скажу небольшую пасхалку. То, что трактует кундалини-йога, там этого не должно быть вообще. Вот теперь понимаете это так, как хотите. Этого там не должно быть вообще. И вот только что я сорвал маски с многих тысячелетних учений йоги. Там этого не должно быть. Это очень серьезная и тяжелая информация. И вот они вскрывают, что нельзя вскрывать. Попадает в ловушку. Весь потенциал человек сливает сразу. Тот, который он должен был направить по правильному протоколу сборки самого себя, он его мгновенно сливает. Система его высасывает, потому что он попался на ловушку и повелся на эту кундалини, которая является ловушкой. Верно. Кундалини является ловушкой системы матрицы. Это печать. Скажу жестко. Это печать. И вот пока человек будет крутиться вокруг этой печати, никуда он не денется. Он всего лишь станет слугой этой системы. Даже не системы, а эгрегора, которая подсунула систему человеку в виде мертвых учений. В виде этих синих слоников, синих персонажей с благостным видом, со всякими пахучими благовониями. Это мертвецы. Или возьмем сумасшедших, которые совершают карусели вокруг горы Кайлас. Кругами ходят. Кто-то по часовой стрелке, кто-то против часовой стрелки. Ходят как сумасшедшие. И там получают посвящение. Вот кто-нибудь в интернет-пространстве
вышел и сказал, а что же там происходит? К чему человек там подключается? Они же не сами туда идут, их монахи ведут, у них провожатые есть, в буддийские храмы заходят. И вот сейчас я скажу страшную вещь. Их подключают к мертвецам, тем же самым жрецам, слугам и рабам мертвого эгрегора. Это та же самая тема, когда я говорил, что шаманы – это мертвецы и слуги и рабы эгрегора Айваски, темного эгрегора. Вот все те, кто едут на Кайлас, совершают то же самое. Принцип, механизм один и тот же. Или кто-то едет в ашрамы служить, подключается к мертвецам. Когда я говорю подключается, давай добавлю, получают подселение. Они открывают входы в свое сознание и выступают всего лишь ретрансляторами этих эгрегоров в своих повседневных жизнях. До конца дней своих, кстати. До конца своих дней. Вот результат незнания. Помнишь, я говорил, знание приходит тогда, когда человек приходит к силе. Знания сопряжены с силой. Вот если нет силы, вот человек и попадает в айваски, вокруг кайласов бегает, как сумасшедший, в ашрамах сидит, рядом с этими вонючими йогами, служат в Латинской Америке этим сумасшедшим шаманам, там получают подселение. У этих людей нет силы. Они ничего не сделали, чтобы прийти к этому. Вот их и подбирают различные выгодоприобретатели, скажем так. На это и настроена система. Отлавливать овец, которые решили немного получить просветление. Хотели просветления? Думаете, что так легко? Вот давайте. Вот их ловят. Вот так все устроено. Ты опять упомянул шаманов, а я сразу вспомнила, что те же самые шаманы используют тотемных животных в работе в тонком плане. Поясни, пожалуйста, что они делают? Шаман при своей жизни – это ходячий бес. Это тотальная тьма. Там родовой бес, там тьма бездны, там человеческого в нем ничего нет. Абсолютно. Это раб, это жрец. И понимая, что его ждет впереди, так как этот парень очень часто гуляет по нижнему астралу, и понимает, что выше дороги ему нет. Он и при жизни создает себе, скажем так, небольшой челнок, с помощью которого он будет перемещаться по определенным уровням нижнего астрала. А чтобы перемещаться после смерти, ему нужна энергия. Этот челнок будет выглядеть в виде того или иного тотема. Внутри этого тотема будет защитная конструкция, в которой и помещается этот шаман после смерти, и, подпитываясь энергией своих учеников и всех тех, кому подключился его будущий ученик к туристам, и всех тех, кого он успел подключить, он со всех тянет жизненную энергию. Так работает бес. Если есть обычный родовой бес, который жрет своих потомков, а они о нем не знают, так вот шаманы, обладая знанием, знают, как все работает. И они подготавливают при жизни себе условия, чтобы хорошо, спокойно функционировать даже после смерти. Почему я сказал, что шаман – это не человек? Там практически полное замещение бесом. Практически. Бес в нем практически проявлен, не полностью, но больше 50%. И все те, кто приезжает на ретриты к шаману, подключаются к нему. Точнее, он их к себе подключает. Они становятся его кормом до конца их дней. Даже если они не общаются, расстояние не имеет значения. Этим отличаются родовые бесы шаманов от остальных родовых бесов. У одних есть знания, а у других нет. И практикующий увидит и проведет параллель, что этот шаман сознанием своего тела очень хитро поступает. А обычная родовая система с родовыми бесами, их родовой бес не имеет такой власти, как у шамана. Назовем это в кавычках власть, я не считаю это властью. У них нет никакой силы. Это паразиты. А в тонком плане, действительно,
он будет являться в виде какого-то тотемного животного. Но это всего лишь иллюзия и оболочка. Я почему-то вспомнила фильм, если помнишь, французский, назывался «Ягуар». Там тоже шаман передал свои силы главному герою, который обретал силу ягуара при определенной опасности. То есть, как я понимаю, в этот момент те нижнеастральные сущности давали какой-то объем физической силы этому человеку. Я правильно понимаю? Никто никому ничего не давал. В фильме показана аллегория. И обычный обыватель поверит, что кто-то кому-то давал силы. Силы так не даются. Существует жесткий протокол. Если человек идет к самому себе, его вертикаль распознает его как достойного, и к нему приходит сила. И если же человек не выполняет эту функцию, он становится рабом. А кто рабу даст силу? Такой вопрос даже ставить нельзя. И еще. В начале разговора мы с тобой говорили о том, что части сознания приобретают ту или иную форму, согласно животному миру на планете Земля. И если там присутствует омрачение, эта часть сознания в виде животного деэволюционирует. Оно теряет свою форму. Это присутствует. А когда мы с тобой знаем, что шаман – это тотальная тьма, и часть сознания в виде ягуара никогда не останется в такой форме, потому что он купается практически в этой черной жиже, возникает вопрос, а тогда что же это такое в виде ягуара? Как я и сказал, это всего лишь иллюзия и оболочка той конструкции, которая находится внутри этого тотема. Это не его часть сознания. Это всего лишь конструкция. Вот если бы этот шаман отказался бы от всего, пошел бы вверх, собирал бы себя без всяких ускорителей, вот тогда другой вопрос был бы. Тогда бы ты этот вопрос не задавала бы. Но это, то, что они делают, это искусственно созданное с помощью их магических ритуалов тотемный объект, конструкция. Для того, чтобы после своей смерти он туда залез и приходил на все эти ретриты и церемонии. А люди охали и ахали, к ним ягуар явился. Да пришел бес их пожрать. Вот что это было. Я еще вспомнила, почему люди так беспечно относятся к животным, которые приходят к ним в медитации. Это все связано с Карлосом Кастанедо и его учением Дона Хуана, некого мифического шамана. И вот как раз Кастанеда при употреблении кактуса, пиота, описал это учение, которое ему типа передал Дон Хуан, когда маг приобретает определенные силы и союзников, как они описывают, союзников в виде животных, которые он может потом использовать в практике магии. И после того, как это учение пришло на Запад, которое специально привезли туда, опять же из Латинской Америки, очень много последователей, которые прям стремятся приобрести себе подобного ворона, койота, либо какое-то более сильное животное в качестве, как они называют это, союзником. Понимаешь, все это учение, эта книжка, этот персонаж, я скажу свою субъективную точку зрения, это сумасшедший. Это бесноватый сумасшедший, который долгое время находился под воздействием сильных галлюциногенов, матричных ускорителей, матричных, повторюсь еще раз, подчеркиваю, матричные ускорители. Скажу так, любой, кто использует тот или иной галлюциногенный ускоритель, попадает в лапы системы сансары. Никуда он не денется. Это означает, что человек отказался от своей вертикали, от своей божественности и углубился туда. Вот он и получает всяких тотемных союзников в виде ворона или летучей мыши или какой-нибудь гусеницы либо калибри. Ты представляешь? Вот сейчас возьмем какого-нибудь человека, он тебе начнет и на голубом глазу станет говорить, что он из своей правой руки сделает сейчас союзника. Это то, что ты сейчас сказала. Вот то, что он написал там. Это шизофрения.
Это тотальная шизофрения. Почему я так говорю? Сознанием прикладного опыта работы с сознанием, без ускорителей. А вот когда с ускорителями человек идет, ну ему в психбольницу надо. У него там союзники будут, он чертей союзниками сделает, да кого угодно. Там не может быть никаких союзников. Что это значит, союзники? Какие союзники? Как в твоем внутреннем пространстве, в твоей вселенной, внутри тебя какой союзник? Ты либо там один, творец, либо у тебя действительно есть субподрядчики, которые тобой овладели. И говорят, давай-ка союзниками станем. Ты представляешь? Это шиза. Это в прямом смысле шизофрения. Их серьезно нельзя воспринимать. И эти персонажи, эти сумасшедшие, пишут трактаты и книги. И удивительным образом эти книги получают мировую известность, бестселлерами становятся. Каждый читает их, ролики снимают. По 5 часов их слушают. Эти галлюцинации. Ты представляешь, каким мусором людей заражают? Просто мусор, натуральный мусор и шлак. Ладно, мусор, он заразен еще. Его слушать даже нельзя. Дело в том, что их слушать и читать нельзя. Эти книги заразны энергетически. Вот как все серьезно. Персонаж, который пишет о своем наркотическом трипе, в котором пребывал все свои последние 5 лет, погружает туда любого, кто читает его книги. И помнишь, я говорил о шамане, который создает тотем, чтобы после смерти сосать с живых энергию. Вот, пожалуйста, вот Кастанеда. Этот пошел дальше. Те обезьяны-шаманы читать, писать не умеют. А этот взял, написал книгу, знает, потому что все эти техники наблюдал, как его сумасшедший учитель пропагандировал ему, познал это колдовство это, эти секретные техники. Говорит, о, ага, сейчас я напишу книгу, и эти дурики будут мне свою энергию давать. И еще за это платить будут. Неплохо устроился. Но я правильно понимаю, что под наркотическим трипом данные субъекты специально дробили свое сознание, создавая себе вот таких а-ля животных союзников? Когда человек принимает психоделические ускорители, его сознание, хочет он того или нет, дробится. Я сразу говорю. Оно дробится. И это еще мягко сказано. Эта дрянь проникает очень глубоко. Весь этот психоделический трип проникает до уровня ДНК и начинает воздействовать на определенные группы генов, выводя их из стабильного состояния. И что делает потом система матрицы сансары? Она очень филигранно засовывает в результате этой разбалансировки на ДНК уровне те или иные страхи, те или иные вирусные программы, тех или иных астральных паразитов. Они проникают в человека. А человек этого даже не видит. Он этого не увидит. Потому что одновременно все происходит. Одновременно он видит красивый психоделический трип, а за кулисой происходит истинная картина подключки к его энергоструктуре, его биоскафандра, к его сознанию, к его энергетической структуре. А он этого даже не знает. Но он это узнает с течением жизни. Спустя годы, заболевая той или иной болезнью системной или раковым заболеванием. Почему? А это плата за то, чем ты работал, с тьмой работал. Тот, кто работает с тьмой, с нижними астралами и так далее, бесследно для них это не кончается. Подводя итог, скажу следующее. Существа, которые приходят к человеку в его медитациях, являются частями его сознания, которые он так или иначе разбросал, растерял или его разобрали. В этой жизни, в прошлых воплощениях, в эманациях. И работая над собой, человек потоками будет собирать данных существ. Но необходимым условием для этого является протокол, жесткий протокол. Человек должен быть в уединении, потому что это очень серьезная работа. Это означает, что человек каскадно, максимально запускает обрубание явных и скрытых матричных манипуляций, которые окружали человека. Тем самым он создает
резонансные условия для сборки самого себя в тонком плане. Вот необходимый протокол. С учетом того, что мы и говорили, работать с физическим телом, сознанием. И этого вполне достаточно человеку, чтобы действительно преуспеть. И уже при жизни превзойти самого себя, стать лучшей версией себя. Вот к чему ведет вся эта работа. Это тотальная перепрошивка физики, энергоструктуры, психики, сознания человека.